Всем привет! Добро пожаловать на мой вязальный канал. Я к вам с новым мастер-классом на вот такой жакет. Это первая часть мастер-класса и будет еще вторая. В первой части мы свяжем тело, лацканы и внешнюю часть кармана. Также начнем вывязывать отверстия для пуговиц. Для удобства в видео есть тайм-коды. Теперь про пряжу. Я вязала жакет из бобинной пряжи. Вот такая вот серая ниточка. Это 80% меринос и 20% полиамид. Пряжа эта кардная. Метраж 1500 метров в 100 граммах. Я брала в 12 сложений. Получается итоговый метраж 125 метров на 100 грамм. И в подмот я брала вот такую вот пушистую нитку. Здесь 35% Baby альпака, 35% спушенный меринос и 30% нейлон. Метраж стандартный, здесь 1000 метров на 100 грамм. Спицы я использовала для основного полотна номер 5, для рукава я брала номер 6. И также вот эту ложную кетлевку для воротника я вязала на спицах номер 4. Я хотела, чтобы рукава были более такие эластичные и не стояли колом, поэтому брала для них номер 6. Также понадобится крючок где-то 4-5 мм для наборного края и также обвязывание вот этих вот отверстий для пуговиц. Пуговицы, 4 пуговицы, вот такие основные 4 пуговицы. Они у меня диаметром 2,7 сантиметра. И также еще одна скрытая пуговица, вот такая вот плоская, прозрачная. Она диаметром 2,5 сантиметра. Плотность. Плотность основного полотна вот этого тела у меня 13,5 петель и 22 ряда в квадрате 10 на 10 сантиметров. В рукавах у меня плотность, конечно же, другая, потому что тут спицы номер 6, но она не сильно отличается. В петлях точно так же 13,5, а в рядах здесь 20 рядов на 10 сантиметров. Вот. Весит жакет вместе с пуговицами 854 грамма. И при желании, если, например, хотите пальто, то здесь, в принципе, можно продолжить вязать дальше, и будет пальто подлиннее. Теперь размеры. Рассмотрим размеры поближе. Значит, ширина жакета 60 сантиметров. От горловины спинки и до низа 56 сантиметров. Тело от подреза 28,5 сантиметров. Лацкан размеры ширина 12 и длина по внешнему краю 21 сантиметр. Карман 13,5 сантиметров его размер. Высота проймы 23 сантиметра. Длина воротника, вот эта вот часть, 10 сантиметров. Ширина горловины 20 сантиметров. От крайней точки плеча и до второй крайней точки плеча 50 сантиметров. Размер скоса, длина скоса 17 сантиметров. И рукав, получается, от подреза рукав 41 сантиметр, от шва здесь вместе с окатом, если считать, 52 сантиметра. И ширина рукава вот здесь в районе подреза 21 сантиметр, и здесь уже где заузили мы в районе манжета 12,5 сантиметров. Так, и еще вот я не указала, получается вырез горловины вот от кетлевки и до вот этого места 18 сантиметров, и
Сама кетлевка, ну, буквально 1,5 сантиметра высота. Все, размеры все вроде указала. Далее будут еще фото и видео примерки жакета, и начнем вязать. Приступаем к вязанию и рассмотрим схему. Это спинка. Значит, всего на спинку будет 68 петель. Это приблизительно 50 сантиметров. Будет ширина, получается, от крайней точки плеча и до крайней точки плеча. Как я распределила петли? Значит, на горловину 20 петель и на каждый скос плеча по 24 петли. В сантиметрах горловина приблизительно 15 сантиметров, и каждый скос это 17,5 сантиметров. Мы будем вязать укороченными рядами, формируя скос и формируя углубление горловины по спинке. Значит, сразу нужно набрать будет 68 петель, и потом будем укороченными рядами вот эти вот делать наши точки разворота. По 3 точки разворота с каждой стороны горловины, и получается по 7 точек разворота на каждый скос. Отрезков получается 8, то есть 24 получается поделить на 8, как раз по 3 петли, но точек разворота у нас будет 7, потому что последний отрезок мы довязываем уже до конца ряда, 3 петли. Значит, набираем петли, берем крючок, у меня крючок 5,5, чуть-чуть больше, чем размер спиц. И берем, набираем цепочку с помощью крючка. Первая петля. И вот так вот отсчитываем. Всего нужно набрать вот таких вот косичек 67. А 68-я вот эта вот петелька будет с крючка, пойдет у нас на спицу. Набираем 67 вот таких вот косичек. Брали 67 косичек, забираем крючок и берем спицы номер 5. И вот эту вот петлю последнюю надеваем на спицу. Это будет 68-я петля. И дальше нужно подцепить эти все петельки таким образом, чтобы у нас тут была косичка снизу. Берем и одеваем все вот эти петельки на спицу. Одели все петли. Вот снизу косичка и вот наши петли. И теперь по нашей схеме нужно расставить маркеры. Значит, 2 будут маркера у нас, которые отделяют горловину от скосов. Нужно отсчитать 24 петли и повесить, получается, эти маркеры. Будем вешать не на спицу, а на само полотно. Вот так. Чтобы маркеры у нас оставались, не нужно было их переснимать. Вешаем на полотно. Вот 24 петли. И еще получается 20 петель горловины. И ставим опять маркер. Так, маркеры, которые отделяют горловину от плеч, у нас есть. И нужно еще расставить вот эти все остальные. То есть здесь с промежутком в 3 петли ставим 7 маркеров с одной стороны и с другой.
И здесь по 3 маркера на горловине. Сначала мы отделяем одну, потом еще одну и потом 2. И с этой стороны точно так же. Расставляем маркеры. Так, расставили маркеры. Вот получается зеленые маркеры. Эти маркеры мы уже одевали на спицы. Это скос плеча, горловина по 3 маркера с каждой стороны и второй скос плеча. И первый ряд. Значит, первый ряд мы вяжем. Можно вязать уже сразу лицевой. Все маркеры вот эти вот по скосу мы переснимаем и вяжем до синего маркера. Вяжем лицевой ряд. Кромочную снимаем и вяжем лицевые петли. И маркеры переснимаем. Итак, дошли до синего маркера, провязали. И будем делать укороченные ряды. Я делаю их с помощью обвития. Вот у нас вот эта одна петля по горловине. Мы ее провязываем. Маркер снимаем. И с помощью следующей петли я разворачиваюсь. Я ее обвиваю. Получается нитка за петлей. И переносится наперед. И вот так вот обвиваем петлю и разворачиваемся. И вяжем изнаночный ряд, получается второй, до нашего маркера по скосу плеча. Довязали до маркера, снимаем его и опять разворачиваемся. Получается, захватываем петлю, следующую изнаночную, и ниточку вот так вот за ней и обвиваем. Теперь лицевой ряд. Вяжем петли до маркера второго по горловине. Дошли до обвитой петли. Закидываем ее на спицу и провязываем вместе с лицевой. И вот у нас получается опять следующий маркер. И мы обвиваем петлю. И опять вяжем до скоса. Не забываем про обвитую петлю. Вот она. Это изнаночная. Мы тоже ее закидываем на спицу, только берем вот эту дальнюю дужку, закидываем на спицу и провязываем вместе с изнаночной. Так, и еще петли. Довязали до маркера. Маркер снимаем и обвиваем петлю. И вяжем опять в сторону горловины. Тут у нас еще один маркер. Так, обвитая петля. Закидываем ее на спицу и провязываем вместе с лицевой. Еще одна петля горловины. Снимаем маркер и разворачиваемся. И вяжем до следующего маркера и потом обратно все петли. Получается, вот эти 3 маркера мы переснимем по горловине, пока что их не будем задействовать, и до вот этого маркера. Еще раз покажу, как обвитую петлю подхватить. Берем, закидываем ее на спицу и провязываем вместе с изнаночной.
Дошли до маркера, снимаем его и разворачиваемся. Вот такое вот у нас углубление получилось с одной стороны по горловине, и вот так вот идет скос. Вяжем все петли, переснимаем маркеры вот тут вот эти золотые, и довязываем до синего маркера. Итак, довязали до следующего маркера. Получается, здесь мы уже отвязали укороченные ряды по горловине. И здесь нужно еще будет 3 точки у нас. Принцип, я думаю, понятен. Теперь здесь первым будет точка по плечу, а дальше уже по горловине. Значит, вяжем от маркера до маркера. И когда уже вывяжем все укороченные ряды по горловине, будем вязать, получается, от маркера по плечу и до второго маркера, пока все маркеры у нас не закончатся. И дальше уже до конца ряда довязываем. Отвязали все укороченные ряды. Вот как выглядит наш скос и горловина по спинке. И отвязали здесь еще 10 сантиметров, получается, от скоса. Это 22 ряда. А если по горловине, то 30 рядов и где-то 13,5 сантиметров. На этом этапе сделаем коррекцию небольшую, чтобы удлинить спинку, чтобы была лучшая посадка. Для этого будем отмерять от края, возьмем маркеры, отметим 6 петель от края и еще промежуток еще 6 петель. И с другой стороны точно так же. Отмеряем 6 и 6. Так, поставили маркеры. И теперь с помощью укороченных рядов добавим здесь, получается, буквально 4 ряда, чтобы чуть-чуть удлинить нашу спинку. Вяжем, получается, это 23 ряд от скоса. Вяжем все петли. Крайний маркер переснимаем. Один, потом второй. Снимаем этот маркер, этот переснимаем и вяжем, получается, до вот этого маркера, до третьего. И тут развернемся. Итак, довязали почти до третьего маркера и разворачиваемся обычным способом. Обвиваем петлю. И вяжем до следующего маркера. Получается, вяжем вот до вот этого маркера. И дальше потом опять до этого маркера и еще до каждого маркера. 4 маркера всего, 4 укороченных ряда. И дальше вяжем просто по прямой, как мы вязали до этого. Так, отвязали от скоса всего 20 сантиметров, 40 рядов. Вот наши укороченные ряды тут для коррекции. Их почти не видно. И получается, от горловины у нас всего 50, если считать именно от горловины, 52 ряда. Это 23,5 сантиметра. Вот. И на этом этапе будем делать прибавки для закругления по пройме. Как мы будем их делать? Значит, кромочную снимаем, одну лицевую провязываем и делаем прибавку. Прибавку будем делать вот такой вот петлей воздушной. Это получается справа, она выглядит так. То есть, по сути, это как будто бы уже перекрещенный накид. Это справа наша прибавка. Вяжем до конца, не довязывая 2 петли, и покажу, как еще слева. Так, и прибавка слева должна быть симметричная. То
То есть, если мы делали справа вот в эту сторону, то слева делаем в другую сторону. Вот так. И затягиваем. Довязываем ряд до конца. Последнюю кромочную в лицевом ряду я провязываю лицевой. И в изнаночном ряду, получается, все петли вяжем изнаночными. И вот эту прибавку просто провязываем изнаночной петлей. Но здесь аккуратно, чтобы ее еще раз чтобы не за вот эту стеночку провязывать, а за эту, за правую. Как если бы это была обычная петля. Вот так. И вяжем все петли изнаночными. Вот такие вот прибавки у нас будут. Получается, всего нужно сделать с каждой стороны 6 прибавок в каждом втором ряду. То есть в каждом лицевом ряду делаем прибавку. Вот с помощью таких вот перекрещенных накидов. Итак, готова наша спинка до подрезов. Вот наши прибавки по 6 с каждой стороны. И получается всего в рядах от плеча 52 ряда. Это приблизительно 23,5 сантиметра. И от горловины 64 ряда. Это 29 сантиметров. Теперь можно приступать к полочкам. Вот наши маркеры, которые отделяли плечи от горловины. Мы их оставили. Начнем с правой полочки. Как мы будем здесь вязать? Значит, будем захватывать по 3 петли, чтобы не делать укороченные ряды и разворотные петли, а просто по 3 петли будем провязывать и каждый раз добавлять еще 3, пока все петли не будут на спице. Начинаем мы, вот наш маркер, который отделяет, вот петля горловины и петля плеча. Отсчитываем 3, 1, 2, 3, и вот отсюда вытягиваем нитку. И дальше двигаемся в эту сторону до горловины. Есть 3 петли мы подняли. И разворачиваемся. Здесь, возможно, для удобства понадобится еще крючок. Так, вяжем эти 3 петли. Первую вот так вот снимаем как кромочную. И дальше вяжем изнаночными петлями. Ниточку подтягиваем. Так, провязали эти 3 петли. И дальше нам нужно поднять еще 3. Берем крючок. Так как это у нас изнаночная сторона, удобнее будет поднимать крючком. И вытягиваем вот так вот на лицевую сторону петли. Удобно, что косички как раз видно, где вставлять крючок. Вот так. Подняли и одеваем на спицу. Есть. И теперь вяжем лицевой ряд. Первую снимаем как кромочную и вяжем петли лицевыми. Последнюю тоже лицевой. Есть еще один ряд. И вот таким способом будем добирать. Вяжем так, поднимая, захватывая каждый раз еще 3 петли, пока все петли у нас не будут на спице. Все 24 петли. Итак, теперь 24 петли у нас на спице. Вот последние 3 мы подняли.
И как теперь будем действовать? Значит, здесь у нас, если посчитать, вместе с этим первым рядом, который мы набирали, здесь у нас 14 рядов. А здесь только один. Получается, теперь в этом участке будет 15 ряд. И в 15 ряду у нас будет первая прибавка. Будем делать закругление по горловине переда. И нужно будет сделать прибавки. Ну, где-то получается 5 прибавок в каждом втором ряду. Прибавки будем делать аналогичные, как мы делали для закругления проем. Вот точно так же они будут выглядеть. То есть все в одну сторону с этой стороны. А потом по другой полочке получается зеркальные. Значит, вяжем следующий ряд после того, как мы набрали, подхватили все вот тут петли. И в этом ряду сразу же делаем первую прибавку. Не довязываем 2 петли и делаем скрещенный такой накид. Итак, сделали наши прибавки по горловине в количестве 5. И вот этот ряд, как раз который, в котором у нас 5-я прибавка, мы будем продолжать здесь добирать петли для лацкана. Для того, чтобы добрать петли, нужен крючок. И будем с помощью крючка делать вот такую вот косичку, которую в самом начале мы делали, когда набирали. Перекидываем ниточку вот так, вставляем крючок и делаем петельку. Вот так затягиваем, еще раз закидываем нитку и делаем еще одну петлю. Так, это уже у нас получается, мы добрали 2 петли. Всего нужно добрать 17. Таким вот способом набираем 17 петель. Вот такая вот косичка у нас получается. Значит, набрали 16 петель, и 17 у нас будет вот эта, которая на крючке. Одеваем ее на спицу. Есть. Эти 17 петель мы будем вязать наоборот. То есть, если у нас здесь лицевая гладь, то эти петли будут изнаночной гладью, потому что мы потом будем отворачивать этот лацкан. Поэтому с изнаночной стороны эти 17 петель нужно провязать лицевыми. Вяжем 17, первая кромочная, и 16 получается лицевых. Так вот аккуратно. Эти петли не такие нестандартные, поэтому смотрите внимательно. Вяжем 17 лицевых вместе с кромочной. Вяжем лицевыми и дальше вяжем остальные петли изнаночными. И потом в лицевом ряду получается эти лицевые, а петли лацкана изнаночными. Так, отвязали, получается, по лацкану уже 2 ряда, если не считать вот этот наборный, который мы делали крючком. И теперь в этом ряду, получается, в 3-м от начала, нужно сделать убавку. Убавляем здесь лицевые, добавляем изнаночную. То есть одну лицевую мы убавляем и добавляем одну изнаночную, чтобы поменять местами петли и сделать угол нашего лацкана. Поэтому вяжем все петли лацкана, не довязывая 2 последних.
Вот две последние у нас лицевые петли. Мы их разворачиваем так, чтобы нам было удобно провязать их с наклоном вправо. И провязываем 2 вместе. А здесь нужно в изнаночных, получается, добавить. Можно добавить просто накид, а потом уже провязать его лицевой скрещенной в следующем ряду. Делаем накид и вяжем дальше. И таким образом будем менять местами петли, чтобы заузить в конец наш лацкан. Нужно сделать 16 вот таких вот перестановок, убавка накид, в каждом втором и 4-м ряду. То есть мы чередуем. Первую прибавку делаем во 2-м ряду. Здесь получается от начала в 3-м. А следующая в 4-м ряду от этой прибавки. Потом 3-я во 2-м ряду. Далее в 4-м, во 2-м, в 4-м, во 2-м. И таким образом чередуем. В среднем получается в каждом 3-м ряду. Но так как мы хотим именно вот в этом ряду, в котором у нас лицевые на лацкане, делать убавки, то, значит, чередуем, значит, во 2-м, в 4-м, во 2-м, в 4-м ряду. Всего 16, получается, таких нужно будет убавок сделать. Убавок, перестановок. Вот как выглядят наши прибавки, убавки, перестановки. В количестве уже 9. Вот получается во 2-м, в 4-м, во 2-м, в 4-м. Вот такие вот пары образуются. И вот так вот будет отворачиваться потом этот лацкан. И здесь, где у нас будет рукав, точно так же, как и по спинке, 40 рядов нужно будет отметить и делать прибавки для закругления. Но так как мы вязали, получается, первый ряд был у нас лицевой, то здесь уже отвязано у нас 40 рядов. Нет, если здесь смотреть, то здесь отсчитывать, здесь уже 40 рядов есть, но получается нитка у нас здесь. И прибавку нужно будет делать в изнаночном ряду. Вот. Поэтому вяжем все петли и делаем точно такую же прибавку, скрещенный накид. Значит, вяжем все петли по изнанке, не довязывая 2 последних. Дошли до места, где нужно делать прибавку, и делаем точно такую же, как если бы мы вязали в лицевом ряду. То есть закручиваем вот так вот и затягиваем. Получается, вот эта вот ниточка, которая от петли идет, она перекрывает эту. И вот так затягиваем. И довязываем ряд до конца. И получается, вот с лицевой стороны она у нас правильно стоит, так как должна быть. Давайте еще провяжем ее. Получается, в лицевом ряду мы уже просто провязываем все лицевые и не делаем прибавки, а делаем их в изнаночном. Значит, вот нужно вот с этой стороны. Получается, не с этой, а то она будет 2 раза перекрещенная, а вот с этой. И вяжем дальше, формируя наш лацкан. А здесь формирую, получается, прибавки, как и по спинке, 6 прибавок в каждом 2-м ряду. Получается, в каждом изнаночном. Сформировали мы прибавки по переду, по правой полочке для проймы. Но лацкан у нас еще не до конца сформирован. Здесь еще 3 убавки нужно сделать. Именно вот этих изнаночных петель и добавить 3 лицевых. Поэтому на этом этапе мы откладываем правую полочку. Нитку можно обрезать. И начинаем вязать левую. Здесь все вяжется зеркально. Получается, первый ряд, если здесь мы набирали первый ряд в эту сторону,
то здесь набираем вот так вот от маркера. Получается, первые 3 петли в левой полочке нужно отсчитать вот от маркера. 1, 2, 3. Здесь, конечно, лучше бы крючок взять. Я его не захватила. Вот, и разворачиваемся. Получается, теперь будем вязать в эту сторону и все время будем захватывать 3 петли по лицу. Только вот эти первые 3 нужно было набрать по изнанке. Вот, и вяжем 3 эти лицевые. И дальше захватываем каждый раз по 3 петли, пока все петли не захватим. И вяжем, получается, зеркально полочку. Отвязали зеркально полочку левую. Что я имею в виду, когда говорю, что зеркально? Значит, у нас здесь тоже были прибавки, как и здесь. Но здесь мы делали прибавки в лицевом ряду, а здесь, получается, в изнаночном. И вот это вот добирали мы петли, получается, тоже в изнаночном. Это был 23 ряд с последней прибавкой. 23 ряд, и добирали крючком здесь петли для лацкана. Потом, так как мы делаем вот такие вот дорожки, чтобы сформировать вот такой вот наклон лацкана, они только получаются в изнаночном ряду. У нас получается и здесь в изнаночном, и здесь. Здесь у нас получается вот это первые 2 вместе накид были в 3-м ряду от вот этого вот наборного ряда. А здесь, чтобы тоже вязать в изнаночном ряду, получается, на ряд смещаемся. Мы вяжем такую перестановку в 4-м ряду. Первый раз. И дальше уже по стандартному, получается, первая вот в 4-м, вот она. А следующую во 2-м, после вот этой вот манипуляции в 4-м, делаем во 2-м, потом в 4-м, во 2-м, в 4-м, то есть с таким же шагом. Здесь получается в 3-м, потом в 4-м, во 2-м, в 4-м, во 2-м, и дальше уже повторяем. А здесь, получается, на ряд мы смещаемся, потому что мы делаем только в изнаночном ряду такие. Можно, конечно, заморочиться и делать в лицевом ряду. Вот здесь провязывать 2 вместе изнаночные и накид делать, но так удобней соблюдать вот этот наклон, когда 2 вместе провязываем. Вот. И на этапе уже получается, как уже сделали закругление для проймы. Здесь 52 ряда от шва с самого края. Получается, что здесь по лацкану у нас осталось еще 2 изнаночные. А с этой стороны у нас 3. Но в рядах у нас все совпадает. Когда уже будем дальше вязать, получается, мы вот тут вот уже тоже сделаем перестановку петель и убавим вот эту 3-ю изнаночную. Поэтому одеваем на спицы все, и спинку, и полочки, вот таким вот образом. У нас, видите, зеркально, значит, нитки выходят навстречу друг другу, выходят. Получается, здесь закончили, как раз зеркально. И вот, где у нас нитка не обрезанная, здесь и продолжаем вязать. Вяжем все петли, и тут будем делать подрез. Подрез будем делать небольшой, сделаем 3 петли. И одну из них, которая будет центральная, будем делать имитацию шва. Вяжем все петли. И встречаемся здесь. Так, провязали все петли левой полочки и делаем подрез. Будем делать точно такие же петли, как и для прибавок. Вот такие вот. Берем и затягиваем 3 раза. Вот такой вот небольшой будет у нас подрез. И дальше вяжем петли спинки. С другой стороны делаем аналогично.
И вяжем до тех пор, пока не сформируем полностью лацканы, пока вот эти все изнаночные петли у нас не убавятся. Так, что же у нас получается? Мы доделали лацканы. Получается, в последнем ряду, вот в последнем ряду, когда уже нужно было переставлять петли, я не делала 2 вместе накид, а просто вот эту изнаночную сделала лицевой. И еще несколько рядов провязала. И здесь точно так же. Вот. А в подрезе вот как выглядит имитация шва, просто изнаночная петля по центру подреза. Здесь получается от подреза провязано 7 рядов. И на этом этапе опять будем разделять полотно, чтобы делать карман, и плюс одновременно будем делать петли, отверстия для пуговиц. Значит, как будем делать отверстие? Для этого нужно будет бросовая нитка и крючок. Здесь можно взять еще одни спицы, например, чтобы вязать вот этот вот участок отдельно. Я отмерила здесь маркерами, вот это вот будет планка для кармана. Планку для кармана будем вязать полой резинкой. У меня это 4 петли в ширину. Получается, этот маркер отделяет 35 петель, получается, от края. И здесь от подреза, если считать только лицевые, до маркера 14 петель. И получается 4 вот этих петли для планки кармана. Я беру еще одни спицы номер 5, чтобы вязать отдельно этот участок. И вяжем. Значит, отверстие будет на расстоянии, получается, 4 петли от края. Провязываем 4 петли. Так, провязали 4 петли от края. Что мы делаем дальше? Мы берем бросовую нитку, у меня это полухлопок, и вяжем вот эти 4 петли дополнительной ниткой. Так вот провязываем просто 4 лицевые. Если нужно отверстие сделать пошире, можно, например, 5 петель захватить. Провязали 4 петли и разворачиваемся. Мы эти петли закроем. Просто закроем как изнаночные. Так вот 2 вместе. И каждый раз по 2 вместе провязывая. Так, нитку можно обрезать и вытянуть. Тут можно завязать, чтобы оно не распустилось. Вот таким образом мы зафиксировали эти петли. И нужно теперь связать, получается, ну, как будто бы воздушные петли, но мы будем опять использовать бросовую нитку и наберем крючком косичку из 4 петель. Потом по этой косичке провяжем петли. Берем вот так вот, делаем нашу косичку. Давайте еще раз. Крючок у меня 5,5, но здесь не настолько важно, какой крючок. 1, 2, 3 и 4. И обрезаем нитку. Так, есть у нас вот такая вот косичка. И мы одеваем ее на спицу, которая слева. Вот за вот эти вот перемычки. Так, чтобы косичка была снизу. Одеваем 4 вот эти петельки. Так, одели. И вяжем по вот этой косичке дальше нашей основной ниткой. Здесь вначале аккуратно, чтобы не растянулось. Вот так вот 4 петли провязываем. И
вяжем дальше основное вот это полотно. Вяжем, получается, до места, где мы отметили маркером, и будем делать тут карман. Так, довязали до места, где будем делать планку для кармана. Вот наш маркер. Мы его снимаем и сделаем накид. Вот такой вот скрещенный. Дальше лицевая и опять накид. Всего нужно 4 накида, получается, сделать, чтобы удвоить наши петли для планки. Получается 4 вот таких вот скрещенных. И последнее. Это будет у нас кромочный. Просто провязываем ее лицевой. И разворачиваемся. Теперь будем вязать этот участок отдельно. Как мы вяжем планку? Значит, в планке у нас лицевые провязываются, изнаночные снимаются. Вот у нас изнаночная, а вот это лицевая, которую мы делали накид. Значит, мы этот накид провязываем лицевой и изнаночную снимаем. И опять лицевая, изнаночную снимаем. Всего получается 9 петель планки вот этой. Лицевая, изнаночная снимается, еще лицевая, и считаем, сколько у нас уже петель. У нас 8 петель, и вот эта петля получается изнаночная, она снимается, потому что она 9-я. Кромочная, она как бы по центру идет, и по 4 с каждой стороны, 8. Значит, вот это у нас изнаночная снимается. И вот такая вот у нас планка будет. Вяжем все петли дальше, все изнаночные. Вяжем все изнаночные и все лицевые до планки. Дошли до планки. Вот наши 9 крайних петель. И здесь точно так же мы лицевые провязываем, изнаночные снимаем. И кромочную я провязываю лицевой, получается, в лицевом ряду. Вот так. Вот это будет наша планка такая вот широкая. Дальше вяжем опять по рисунку. Но в планке у нас получается другая плотность, потому что мы провязываем только как будто бы один ряд. Поэтому нужно будет делать укороченные ряды по планке. В каждом 4-м ряду полотна основного делаем укороченные ряды по планке. Вяжем сейчас все по изнанке, вяжем петли планки, лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Дальше изнаночные, потом лицевые и петли планки. И потом я покажу, как еще тут разворачиваться. Итак, будем сейчас вязать петли планки. Если от отверстия считать, то у нас получается это 5-й ряд. Первое, получается, первый разворот мы будем делать в 5-м ряду, а дальше уже в каждом 4-м. Вяжем петли планки. Так, вот наши петли.
получается еще вот эта изнаночная, которую мы снимаем. И разворачиваемся со следующей петлей. Мы ее просто обвиваем, как и ранее мы разворачивались. Нитка получается за петлей. Разворачиваемся и провязываем петли планки еще раз туда и обратно до обвитой петли. Изнаночная у нас переснимается, и провязываем эту обвитую петлю, как мы и ранее провязывали. Закидываем ее на спицу и провязываем вместе с изнаночной. Все, и вяжем дальше. Вяжем изнаночный, лицевой, изнаночный, и получается в 4-м лицевом ряду мы опять проделаем эту манипуляцию. Провяжем петли планки и развернемся. В каждом, получается, 4-м ряду у нас будет вот такая вот обвитая петля по изнанке. И вяжем, получается, планку до нужной нам высоты кармана. И вот такое вот отверстие будущее. Так, отвязали мы вот этот участок по левой полочке. Вот отверстие у нас 29 рядов отвязано. Это где-то 13 сантиметров. И вот получается наш карман будущий полой резинкой. Давайте с изнанки посмотрим. Вот эти наши обвитые петли, такие закрученные, в каждом 4-м ряду. Получается всего вот таких укороченных рядов здесь по планке провязано 7 раз, таких вот 7 обвитых петель. Вот обвитая петля, 3 ряда, и получается в 4-м опять вот с равномерным таким промежутком провязаны укороченные ряды. И здесь последний ряд, вот еще обвитая петля не подхвачена. Это получается по левой полочке. По левой полочке у нас будет одно отверстие, потому что эта пуговичка, она будет как бы внутри прятаться за правой полочкой. И вот я уже отвязала и правую зеркально. Все точно так же, тоже 29 рядов от отверстия. Получается от подреза 7 рядов отвязано, и сразу же после 7 рядов от подреза мы вывязываем отверстие. И точно так же здесь тоже отверстие и тоже полая вот эта вот планка. Тоже у нас здесь 7 раз укороченные ряды, вот эти такие обвитые петли. И тоже 7 раз. Но здесь мы уже подхватили, потому что здесь как бы мы вяжем зеркально, поэтому начинается наш укороченный ряд чуть раньше. Вот, но по количеству рядов все должно совпадать. Отвязали, значит, вот эти вот детали по полочкам. И теперь нужно захватить вот эту оставшуюся часть, спинку и немножко полочек, чтобы, получается, провязать столько же по длине. То есть нужно провязать по спинке и по вот этим бокам еще 29 рядов. И дальше уже будем все вместе вязать, соединять одной деталью. Как мы будем поднимать вот это вот большой вот этот участок? Значит, нитку можно обрезать. Я вязала правую полочку, нитку можно обрезать и присоединить. Получается вот здесь спинка, и теперь нам нужно взять нитку и подхватить вот здесь, где у нас планка, взять спицу вторую, правую, получается, подхватить здесь петли. Все вот эти, получается, сколько у нас? 5 петель, все их подхватить, и как бы, чтобы получился такой нахлёст у нас, чтобы карман прятался за эту планку. Берем ниточку
И начинаем, как будто мы будем сейчас вязать. Берем спицу и нитку. И ищем вот эти вот нам нужные петли. Вот они спрятаны. Но мы будем подхватывать из вот этих. Получается, берем ниточку и вот так вот зацепляем. И поднимаем петли из вот этих вот изнаночных петель. Вот так вот получается, как будто бы продолжение вязания. И последнее. Аккуратно, чтобы зацепить только эту нитку. Вот. Все, мы подняли. И получается, с этой стороны не видно. Вот. И вяжем дальше просто лицевой ряд, не забывая делать имитацию шва. Здесь у нас изнаночная петля. И вяжем до, получается, до второго кармана. Довязали до второго кармана. И здесь аналогично поднимаем петли. Просто нужно найти нужные. Начинаем вот с вот этой вот. Вот это первая, вторая, третья, четвертая. И всего нужно 5. Поэтому берем первую нашу. Все. Вот мы и подняли. И теперь просто вяжем эту деталь большую, 29 рядов. Это получается первый. Отвязали нашу вот эту большую деталь 29 рядов. Получается от подреза плюс 7 всего 36 рядов. Это приблизительно 16, чуть больше 16 сантиметров. И теперь вот этот карман, который у нас получается, нужно эти все 3 детали, для того чтобы карман получился, нужно их соединить. Вот так, таким же нахлестом и провязать по 2 вместе петли. Для этого обрезаем уже нитку, потому что у нас нитка здесь. Вот. Мы ее обрезаем и присоединяем так, чтобы сразу 3 детали вязать вместе. То есть начинаем мы с левой полочки. Здесь у нас по левой полочке будет одно отверстие, а по правой будет 2. То есть мы сейчас начнем соединять, и в этом же ряду мы сделаем еще одно отверстие аналогично этому. То есть не довязывая 4 петли, вот эти 4 петли мы сделаем с помощью крючка в такое отверстие. И начинаем вязать петли левой полочки просто лицевой гладью и довязываем вот до вот этой нашей полой планки. Так, довязали петли левой полочки до планки кармана. Здесь у нас есть обвитая петля, которая не провязанная. Так как мы вязали, получается, 2 раза вяжем в одну и ту же сторону, то у нас вот эта петля, нужно ее вот так вот закинуть на спицу, а эту петлю развернуть и провязать ее вместе с обвитой петлей. Все, теперь мы точно уже дошли до планки. Здесь, получается, нужно будет парами распределить петли. То есть вот лицевая, и вместе с ней будем захватывать изнаночную, чтобы сократить назад количество петель. Но еще к ним будем присоединять еще петли, получается, вот этой детали, которую мы вязали последнюю. Вот наш шов. И здесь, получается, тоже нужно будет 5 петель определить,
чтобы соединить. Итак, и все это нужно будет аккуратно смотреть, чтобы петли у нас стояли в нужной стеночкой к нам. То есть сейчас стоят они не так, как надо. Нужно развернуть. Разворачиваем эти 2 петли, чтобы было удобно вязать 2 вместе. Со второй спицы вот эту деталь мы тоже нужно будет посмотреть, чтобы петли были развернуты. Вот так. И сразу 3 вместе захватываем 2 петли с этой спицы, с планки, и 1 с другой спицы. И вот так вот протягиваем через 3 петли 1 и соединили. И теперь продолжаем так двигаться, поворачиваем петли, с одной спицы и с другой, и провязываем сразу 3 вместе. И подтягиваем ниточку. Дальше последняя вот эта кромочная, она у нас будет одна. Провяжем ее просто с петлей с другой спицы вместе. Так, еще раз показываю. 2 петли планки и 1 петлю полотна. Провязываем вместе. И сразу же соединяем 2 полотна. И вот такой вот у нас будет карман. И осталась последняя кромочная петля планки. Можно ее вот так одеть сразу же на эту спицу и провязать вместе. Так, соединили будущий наш карман. Вот так вот рука будет входить. И с этой стороны. Вот. Планка. Все, вяжем дальше все вот это тело и до следующего кармана. Довязали до второго кармана. Вот, 5 петель мы здесь не довязали. И точно так же соединяем, только здесь немножко по-другому петли у нас стоят. Значит, кромочную петлю планки мы провязываем вместе с петлей тела. Получается 5-я петля недовязанная. И теперь парами с планки и вот эти 4 еще нужно будет провязать вместе. Только у нас получается вот так вот развернуты петли. Мы уже не будем их никак поворачивать, потому что можно и так с лицевой зайти и вместе с одной петлей тела провязать. Вот так 3 петли вместе. Давайте еще раз покажу. Получается, заходим с лицевой. Вот наша изнаночная, а мы заходим с лицевой, чтобы сразу 2 вот эти захватить петли с планки и 3-ю из тела. И вот так вот продеваем петлю через 3 сразу. Подтягиваем нитку. И осталось еще 3. Вот так. Все. Нитку подтянули. И второй карман, будущий наш карман, готов. И довязываем здесь
все петли и делаем в конце отверстие. То есть оставляем 8 петель от края. Вот, это наше будущее отверстие. Готово. Так, теперь тут индивидуально уже, сколько кто хочет себе сделать длину жакета. От кармана, ну, у меня это где-то еще плюс 10 сантиметров. Вяжем просто, получается, уже лицевой гладью, поворотным вязанием, сколько нам нужно. Итак, отвязали от кармана и от последнего вот этого отверстия 20 рядов. Это приблизительно 9 сантиметров. Если считать по боковому шву, по вот этому, то здесь всего 56 рядов и где-то 25,5 сантиметров. И на этом этапе можно уже закрывать петли. Закрывать будем обычным способом. Полотно довольно грубое, и можно закрыть просто обычной протяжкой. Вот в лицевом ряду берем и провязываем 2 вместе первые петли. Ну и дальше уже закрываем. Можно вот так по 2 вместе, а можно провязывать петлю лицевую одну и перекидывать правую петлю на левую. Просто у меня многослойная пряжа, много сложений, поэтому мне проще провязывать по 2 вместе. Ну, так тоже можно. Вот еще раз покажу. Просто перекидываем правую петлю на левую. И вот такой вот будет у нас край. Или просто каждый раз перекидываем петлю на спицу и провязываем 2 вместе. Получается с наклоном влево. И таким образом закрываем все петли. Осталось последние 2 петли. Их тоже мы закрываем. Нитку можно вытянуть и обрезать. Вернее, сначала обрезать, а потом уже вытянуть. И потом мы ее спрячем, эту нитку. И вот такой вот край вот получается.